you. And... All right, let's go. Good morning. Доброе утро. Thank you for coming. Спасибо за то, что пришли. I presume there are a lot of young photographers here. Я уверен, что здесь находится много молодых фотографов. Am I correct? Я прав? Put up your hands who's a young photographer. Поднимайте руки, Тим, поднимай. Good. Отлично. So I will try and tell you a bit of my experiences when I was a young photographer. Поэтому я вам расскажу о своем опыте, когда я был сам молодым фотографом. I bought my first camera when I was 12 years old. Я купил первый аппарат, когда мне было 12. With my pocket money. На свои собственные карманные деньги. It was a simple box camera. Это обычная была такая камера-коробочка. And I have been photographing ever since. И с тех пор я так и фотографирую. Strangely enough, my technique has not changed very much from my early days as a young photographer. Может показаться странным, но моя техника фотографирования практически не изменилась. Очень мало осталось такой же, примерно, когда я начинал фотографировать первый год. I used simple cameras. Я пользовался простыми камерами. Much the same as you have. Примерно похожими на то, чем пользуетесь вы. I have no studio. У меня не было студии. Because I think studios are deadly for a photographer. Потому что считаю, что студия — это вообще смертельное, убийственное мероприятие для фотографа. Because white paper backgrounds becomes very boring and stupid. Потому что фон из белой бумаги, задник из белой бумаги становятся очень скучными и глупыми вещами. Anyway, now to my young days. Итак, возвращаюсь в свои юные дни, в свои юные годы. I was very ambitious to become a good fashion photographer. У меня было очень много желания, я был честолюбив, хотел стать хорошим фотографом моды. My father was horrified when I told him I wanted to be a photographer. Мой отец пришел в полный ужас, когда я сказал, что хочу быть фотографом. He said, "My boy, you can do that in the weekend, but you can't make money with that. You should go into the business." Он сказал: "Мальчик мой, ты можешь заниматься этим, если хочешь, в выходные дни, но не более того, потому что это не принесет никаких денег, ты на этом не заработаешь, ты должен заниматься бизнесом." When the war was over, когда война закончилась, and I left the Australian Army, in which I served for 5 years, и я вышел в отставку, 5 лет я служил в австралийской армии, I started taking pictures in Melbourne. Я начал фотографировать в Мельбурне. And I was very poor for most of the time. И по большей части я был очень беден. Then I realized that to become a real fashion photographer, и тогда я понял, чтобы стать настоящим фотографом моды, there were only 3 cities in the world where I could do that. Существовали всего лишь 3 города в мире, где это можно было, где эту карьеру можно было начать. And that was New York, Paris, or Milan. Нью-Йорк, Париж или Милан. And of course, the very best place would be Paris. И, конечно, самым лучшим местом номер 1 был Париж. So I went to Paris. Поэтому я поехал в Париж. I made no money. I ate meat once a week. Денег не заработал, мясо ел раз в неделю. Because meat was expensive. Потому что мясо в те годы стоило очень дорого. I drank cheap red wine, which cost 1 franc for a liter. Пил дешевое красное вино, стоило на 1 франк за литр. But I learned a lot. Но очень многому научился. I learned all about fashion. Узнал все, что касается моды. And I also made a decision А также принял решение, that it was important
to do editorial photography. И также очень понял, что очень важно делать фотографию для журнала, журнальных статей. Which, as you all know, is badly paid, while advertising photography often is quite well paid. И вы знаете, что подобного рода репортажные журнальные фотографии оплачиваются плохо, в отличие от рекламной фотографии, за которую платят очень хорошо. But I had made the decision that it was important that my name would appear in the magazines underneath my pictures. Но я принял решение и с тех пор считал и сделал это очень важным, так сказать, условием, чтобы моя фамилия и мое имя появлялись под теми фотографиями, которые будут печататься в журналах. So although I made no money, и хотя я денег не зарабатывал на этом, как я сказал, after a few years, I became known to a certain amount of people in the world of fashion photography. Через энное количество лет мое имя стало известным определенному количеству людей, которые были, так сказать, связаны с фотографией моды. I was very lucky to be able to, in the end, to work for Paris Vogue. И в итоге этого я был очень счастлив, что мне повезло, и я стал работать для парижского издания Vogue. Things were very different in those days than what they are today. В те дни, в те годы все происходило совершенно иначе, чем сегодня. There was not much work around. Работы было не так много. And of course, there were not as many photographers either. И, конечно, такого количества фотографов тоже не было. So I've started in Paris in the late 50s. Итак, я сказал, я начал работать в Париже в конце 50-х годов. Well, like I said, after a few years with Paris Vogue, I wasn't much richer. Итак, как я сказал, после проработки несколько лет в парижском Vogue я не намного стал богаче. But I became known in the world of fashion photography, Но a little bit. Немножко приобрел имя и репутацию, меня стали уже, так сказать, знать, мое имя узнавать в мире фотографов, снимающих моду. And in a way, as you can see, my politics sort of worked. И как вы видите, по определенным, так сказать, окружающим нас признакам, моя политика, мой подход свои результаты принесли. So my career has not been too bad. Итак, моя карьера, в общем, сложилась достаточно неплохо. And I'm still having a lot of fun taking photographs. I work every day. Not that I take pictures every day, but I go to my office. Now let me give you a little bit of advice. May I just interject with Yes, sorry. Как вы видите, так сказать, моя работа по-прежнему меня доставляет удовольствие. Я работаю каждый день. Это не значит, что я фотографирую каждый день, но в своем офисе я каждый день мне что-то приходится делать. So now I told you a little bit about my experiences when I was young, and we get down to some questions. Итак, теперь я вам рассказал немножко, поделился своим опытом молодых лет, и теперь давайте перейдем к вопросам. That may help you maybe to become famous and rich. Чтобы, может быть, отвечая на эти вопросы, я помог вам каким-то образом стать богатыми и знаменитыми. Спасибо, что вы помогаете снимать вас. Я слышал историю, что вас выгнали с работы, когда вы только начинали в какой-то небольшой газете. Это правда? Correct. Верно, правильно. А расскажите, как это? So, could you just elaborate a little how it All happened? right. Хорошо. When I left Berlin, because I am a Jew, because I left Berlin because of the Nazis in 1938. Ну, когда я уехал из Берлина, потому что я еврей, тогда уже там был нацизм в 1938 году, I was on my way to China. ехал в Китай, как раз находился. I was 18 years old. Мне было 18 лет. I had in my luggage a Rolleiford cord. У меня, значит, в чемодане в сумке лежал роллеркорд And a Kodak camera. и камера Kodak. And I happened to be chosen
by the Straits Times of Singapore, which still exists today. И меня, значит, газета Straits Times, которая издавалась в Сингапуре в те времена, они меня, в общем, выбрали, пригласили. They offered me a job as a society reporter. И мне предложили там работу как такого светского, в качестве светского репортера, который освещает светские события. It was very hot. It's very hot in Singapore. Было очень жарко, в Сингапуре вообще очень жарко. And very humid. И очень влажно. And I only had suits from Berlin, which were pretty warm. И у меня, так сказать, остались какие-то костюмы только по Берлину, и, конечно, в этих костюмах было очень жарко. So when the newspaper sent me to take pictures of society events, поэтому, когда меня газета посылала на какие-то, значит, съемки, когда происходили какие-то общественно значимые события, I was so nervous. I was looking into my rollercord, and the sweat was dripping into the ground glass. я страшно нервничал, смотрел в эту мою зеркальную камеру, rollercord, естественно, у меня с лба, с висков капал пот. I was fiddling with the controls to set the time and the f-stop. И, естественно, при этом приходилось там устанавливать разные, так сказать, экспозиции и прочее, так сказать, для того, чтобы камера сняла уже, так сказать, на режиме вспышки. And when I went back to the newspaper darkroom to develop my film, there never was anything on it. И потом, когда я вернулся в газету, чтобы произвести пленку, на ней ничего не было, абсолютно никаких кадров, ничего не получилось. So after 2 weeks, I got fired. Поэтому через 2 недели меня оттуда уволили. There you are. That was my first job Вот away from Berlin. Как это получилось, моя первая работа, после того, как я покинул Берлин. Скажите, пожалуйста, сделав съемку, отдаете ли вы в редакцию весь материал, предоставляете возможность выбора конкретных кадров редактору, или же вы все выбираете сами и уже отдаете им 3-5 готовых, отобранных сюжетов? Возможно, эта ситуация менялась с тем, как росла ваша известность. Спасибо. Of course, when I was starting as a young, I wasn't all that young, but in the beginning of my career in Paris, Ну, в начале моей карьеры в Париже, то есть уже я был молодой, но не совсем юный, and also in London, и также это происходило в Лондоне, I was forced to give the whole of the shoot to the editors. меня заставляли сдавать и отдавать все, что я вообще снял, редакторам. And of course that, especially in London, it was a very bad experience. И это было довольно неприятно, особенно неприятно то, как это происходило в Лондоне. I was working for English Vogue, Я работал тогда для английского издания Vogue, which at that time was also another disaster for me. и в то время это была тоже очередная просто катастрофа в моей жизни, вот эта работа в Vogue английском. I had a contract with English Vogue in 1956, У меня контракт был в 1957 году заключен с английским Vogue, and my pictures were daily becoming worse. и с каждым днем мои фотографии на работе там становились все хуже и хуже. And then I left, I broke my contract, I left for Paris, В итоге я разорвал с ними контракт, переехал в Париж. and of course I still had to submit all of the shoot to the editors. Мне там также по-прежнему, я должен был по моим, так сказать, рабочим обязательствам отдавать полностью отснятый материал редакторам. But the French were very much more understanding than the English. Но французы были гораздо, они проявляли в этом смысле больше понимания и гибкости, чем англичане. And the choices were made by the editors, not by me. Выбор, подбор конкретных кадров, конечно, делали редакторы, это было их право, это не я делал. And also I remember when the collection time comes, И также я помню время, когда уже, так сказать, начали складываться коллекции моих работ, так сказать, уже какие-то собрания.
All the famous photographers from New York and all over the world came to Paris, and I was very jealous that they were doing the big, important reportage. И в Париж тогда съехались все знаменитые фотографы из Нью-Йорка и из других стран. И я страшно завидовал, ревновал, что им поручали, они делали такие уже полноценные репортажи. But of course, as I became more successful, но по мере того, как я становился более успешным, and today I make a very careful choice. I make 30 by 40 finished prints. Я сейчас очень тщательно, аккуратно отбираю. Я заканчиваю, так сказать, отпечатки, делаю серию отпечатков 30 на 40. Maybe 2 or 3 of each, no more than 3 of each position or of each subject. Может быть, не больше, чем 2, максимум 3 каждого какого-то, так сказать, стандартного положения или предмета, который я снимаю. 3 is a maximum. 3 отпечатка — это максимум. And submit these to the magazine editor. После чего уже предлагаю их редакторам журналов. Also, I use very little film. I do not use a motor drive. Я также очень экономно пользуюсь пленкой. Я не пользуюсь мотодрайвом. When I shoot 35 millimeter, I might use one roll. Когда я снимаю на 35 мм пленкой, я могу пользоваться либо одной пленкой. If things go bad, 2 rolls. Максимум, если что-то не получается, 2. Я использую 2 пленки. I find it is very boring. It is very stupid. Я нахожу очень скучным, очень глупым. To look at a contact sheet of 36 pictures. Смотреть на контакты отпечаток 36 кадров. And see no evolution at all. If it's a fashion photograph. И не видеть при этом никакой эволюции. Если речь идет о фотографировании моды, and if the model stays in the same position, just does this, если модель, в принципе, занимает одно положение, тут чуть-чуть меняет, скажем, I think there's little point in that. Я думаю, что в этом таком подходе вообще мало смысла. I think you have to respect frame for frame. Я думаю, что вы должны идти с уважением, относиться и полностью внимательно изучать кадр за кадром. Each frame is an image. Каждый кадр — это определенный имидж, это образ. And in the olden days, when we were working with big plate cameras, а в старые дни, в прежние дни, когда мы работали с большими камерами, куда вставлялись пластинки, when I was an apprentice, когда я был учеником, there was very little film shot for each picture. На каждую фотографию использовалось очень мало пленки, очень мало материала. The models, the choice of the model is very important. Ну, прежде всего, очень важен выбор моделей. The actual instructions I give to the model are very simple. Инструкции, указания, которые даю моделям, очень простые. They are totally mechanical. Они абсолютно механистичны. I never explain intellectually or psychologically what I want to do. Я никогда не вдаюсь в какие-то объяснения интеллектуального или психологического свойства касательно того, что я собираюсь сделать. I say, stand there. Я говорю, встаньте там. Look at me. Смотрите на меня. Put the left foot forward, a little bit more this way. Выставите левую ногу, левое бедро вперед, может быть, немножко вот так. Put your hand there and put it this way, not that way. Руку вот так, нет, не так, а вот так конкретно. Hands are very important. Руки вообще очень важный элемент. For me in my pictures. Для меня, для моих работ. Then I take a picture and then I say relax. Потом я ее фотографирую и говорю, а теперь расслабьтесь, отдохните. And when she relaxes, и когда вот она расслабляется, I might say, stop. Я могу сказать, стоп.
because it might be a good thing. Потому что может как раз создаться очень какой-то интересный момент. And I like working with girls that are not famous. И вообще я люблю работать с девушками, которые еще не самые знаменитые. I like girls that are beginners. Я люблю тех, которые только начинают работать с моделями. Because they sort of have a freshness and no routine. Потому что у них есть своеобразная, в общем, еще свежесть, и для них это все не стало, не превратилось в такую уже какую-то рутину. Okay? Very obvious question for you. У меня очень очевидный вопрос для вас. It is a question about the relation between erotic and fashion, and sex and fashion. Вопрос о связи отношений, эротики, моды, секса. What was more essential for you during your professional life? Что было важнее для вас во время вашей профессиональной жизни? To bring sex in fashion or fashion in sex. Что было важнее, привнести секс в моду или моду в секс? Понял вопрос. Well, first of all, I hate the word erotic. Прежде всего, терпеть не могу слово эротика. I think it's pussyfooting around the subject. Это, в общем, мягкое, это, так сказать, наводить немножко тень на плетень и размывает смысл, но это очень мягкий перевод. I prefer calling it sexuality. Я предпочитаю называть это сексуальностью. And when I started doing fashion pictures, И вообще, когда я начал заниматься модной фотографией моды, I understood, or I thought I understood, я понимал, или мне казалось, что понимаю, that fashion is a very sexual subject. что мода вообще в целом весьма и даже очень сексуальный предмет. And to me, even as a young photographer, И даже когда я был молодым фотографом, только начинал, the sexual content in a fashion photograph сексуальная составляющая при фотографировании моды was a very important element. была очень важным элементом. The French understood me, Французы меня понимали, and the English never did. англичане никогда не понимали. I've had a lot of problems, of course, getting some of my pictures published in the olden days. В прежние дни, конечно, у меня возникали серьезные проблемы иногда с публикацией моих работ. As you can imagine. Вы можете понять, представить себе это. Although I find that now in America, in France, I don't know about Russia. I think Russia is probably different. Хотя сейчас, я не знаю, но такие вещи происходят в Америке, во Франции. Что касается России, не знаю, может быть, здесь дело обстоит иначе. The public and the magazines have become much more restrictive and, what do you say, pudique? Публикации, публика в общем отношении, как бы, общество в этом плане стало гораздо более таким строгим, ограниченным, если можно сказать, даже пуританским. Things were different in the 60s and the 70s. В 60-е и 70-е годы все обстояло иначе. Things were much freer. Были гораздо более либеральные и свободные вообще отношения. I hope this answers your question. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, следите ли вы за тем, как появляются ваши работы в интернете, и что вы вообще думаете о соотношении проблем копирайта и свободы распространения информации? Спасибо. Well, first of all, let me explain that I don't have internet. Прежде всего, я не пользуюсь интернетом. There's a computer in my office. В офисе у меня компьютер есть. But I don't even know how to turn it on. Но я даже не знаю, как его включать. I am reluctant to have many of my pictures appear on the internet. Я бы не хотел, чтобы много моих работ появлялись в интернете. I think there is going to be a lot of problems
I think there already are a lot of problems Думаю, что это вызовет много проблем. Думаю, что много проблем уже возникло в связи с этим. about guarding the rights to your images. Вообще проблемы авторского права, интеллектуального права на собственные фотографии, использование. Every day it will become more difficult, И с каждым днем эта проблема будет все сложнее. and every day your images will be stolen, if they're good enough, all over the world. И по всему миру это будет происходить. Ваши фотографии, ваши образы все больше и большей степени будут неавторизованно использовать, то есть практически красть вас. And you will never see a penny for it. И вы никогда за это ни копейки не получите. In Kodak Tri-X, Когда это черно-белая пленка, я использую Kodak X, and when it's color, use this and that color film, Fuji, Kodak, whatever. а когда цветная съемка, я использую любую общепринятую пленку Fuji, Kodak и так далее. My pictures are not generated by a computer. Я не пользуюсь компьютерной фотографией, я никогда не создаю на компьютере свои снимки. I expose my negative as correctly as possible, exactly as it should be. Я стараюсь, так сказать, находить самую оптимальную точку и точную выдержку для своих негативов, именно такая, которая требует обстоятельства. I believe in good technique. Я верю в хорошую технику. I do not approve of what do you call it? Bad workmanship. That means underexposure, overexposure. I think that's bad. I choose my picture. I talk to my printer. Я выбираю кадр. Я не люблю, кстати, то, что было сказано раньше, недовыдержку, передержку, недодержку. Я стараюсь этого избегать. Потом я разговариваю со своим специалистом, который занимается печатью. I have always been a very bad printer when I was young and had to print myself. Я вообще, в смысле печати, у меня никогда это хорошо не получалось. Я это делал, когда был совсем молодым, и мне приходилось это самому делать. My prints were not very good, but I couldn't afford a printer. Мои отпечатки были совсем не такие хорошие, у меня не было денег, чтобы нанять профессионального человека, который этим занимается. I used to do the exposure with the enlarger. Я пользовался, значит, увеличителем. And my wife developed them in the dish, the prints. Потом, значит, уже, собственно, фотографии моя жена проявляла в баночках. So nowadays, thank God, things have changed. Сегодня, слава богу, ситуация изменилась. And I have some very good printers. И у меня есть прекрасные техники. But of course, as you all know, the art of black and white printing is on the way out. Но, к сожалению, как вам всем хорошо известно, вообще вот это искусство печати в черно-белом варианте, к сожалению, оно постепенно уходит. And I work very closely with my printer. Я работаю в очень тесном контакте, постоянно, в совместном контакте с моим техником. And I explain to him exactly the effect that what I would like to see. И очень четко ставлю перед ним задачу объяснять тот эффект, который я бы хотел, чтобы получился. Yes. You're right. I am right. What did they say? The question is how you create the image which is behind the back. How do I what? This one. Oh, that one, yeah. Very difficult. Это трудно было. Has nothing to do with the computer. Здесь, повторяю, компьютер к этому не имеет никакого отношения. С компьютером это ничего общего не имеет. Sometimes I get ideas that I'm sorry I ever had. Excuse me? Sometimes I get ideas that I'm sorry I ever had. Иногда мне в голову осеняют такие идеи, мысли, что я сам потом жалею, что они пришли в голову. But I've always, just 1 minute, but I've always, very often, have since the early 60s, have a TV screen in my photographs because I think it is so much part of our life today.
Но вообще это давно, уже с начала 60-х годов на многих моих работах присутствует телевизионный экран. Почему? Потому что телевидение, как бы образы телевизионного экрана стали уже такой важной составляющей вообще нашей жизни сегодняшней. I also like the fascination of having another image within an image with another image. И вообще меня, так сказать, как бы вот меня захватила эта идея образа в образе, то есть, так сказать, вот этого совмещения. Okay. И все модели были живые. And all the models were like this. Oh yes, Конечно, they're not dead. не мертвые. Although sometimes I use dummies. Иногда, правда, я пользуюсь куклами, манекенами. Да, и скульптуры. Ваши модели идеальны. В основном, как бы, если смотреть на их фигуры, их внешность. Как вы относитесь к последнему? Как вы относитесь к последнему движению в рекламе, либо вообще в публичной фотографии, о том, что красота персонализируется, можно так сказать, говоря политически корректно, но в общем-то происходит подбор некрасивых моделей. Anyway, my tastes change. You know, one day I like a blonde, one day I like this. Сегодня, может быть, блондинка понравится, завтра, не знаю, брюнетка. You know, I don't like pretty girls. Я не люблю таких пустых, просто хорошеньких, когда за этим хорошеньким ничего нету. It's very important that a model should, apart from that I like to use her, also that her head is right. Sorry, that her head is right for my camera. Я вообще, когда выбираю модель, я не скажу не только из такой, как конкретных физических параметров задач, важно, чтобы у нее еще в голове что-то было. She's gotta have the right attitude. Вообще у нее должно быть отношение, восприятие, какая-то реакция нормальная. Пожалуйста. Не могли бы вы описать технологию What time is it? И то, как вы сами считаете, что ее отличает от, условно говоря, других фотографов, да, ну, то есть, условно говоря, как бы успех ваш, как вы считаете, в чем он выражается? и каким образом вы его реализуете? I don't know. I work out very carefully before I go out on a shoot. Вообще, я очень внимательно, так сказать, прорабатываю как бы каждую тему, конкретно каждую задачу, прежде чем приступаю к съемке. Because models and makeup and hair is very expensive, and I work very fast. Я работаю быстро, как вы знаете, вообще подготовить модель, скажем, одна прическа, это очень дорогое удовольствие. But I do work out all the details. I know exactly where to go, what I want to do. Я четко понимаю, прежде чем приступить к съемке, какова задача, что я хочу сделать, каковы будут детали. And I write down before I write down because I'm very forgetful. И поскольку надо быть очень аккуратным и четким в выполнении этих задач, я все свои мысли, идеи записываю предварительно. I'll write down a little scenario, maybe one sentence for each Маленький picture. сценарий для каждого конкретно, для каждой съемки. Может даже одно предложение, но это основная направляющая как идея. And the people I work with, the makeup and the hair, and my assistants are used to my way of working, so we're working very fast together. И помощники или визажисты, люди, которые, скажем, делают мейкап или укладку волос, мы работаем в тесном контакте, чтобы все это было максимально эффективно и быстро. So it's very carefully worked out, and sometimes, of course, things happen and I get held up. Ну, иногда, конечно, обычно так все происходит, иногда, конечно, что-то неожиданно происходит. There's another element, and that is the weather, because I very rarely work in a studio. Другой важный элемент, который трудно предвидеть, это погода. Я очень редко снимаю, как говорил, в студии. The only thing that will stop me is rain. Единственное, что меня может остановить, внести уже четкий, так сказать, какой-то перерыв, и все поломать, это дождь. But clouds or sun and all that, I use it. Whatever the good Lord sends me, I use. Но, что касается солнца, облаков, я этим пользуюсь, я это использую. Если вообще слово «использовать» подходит к данному контексту. It is a very simple way of working. Я работаю, как видите, это очень простой метод работы. I
often use automatic cameras. Я часто пользуюсь автоматическими камерами. I don't have big flashlights. Я не пользуюсь большими вспышками. I have the same flashes that all you guys are using. Я пользуюсь такими же вспышками, как вот здесь у вас, я вижу. The only time I will take a great big strobe out on a shoot Единственное, когда я могу пользоваться таким мощным, так сказать, пучком-прожектором на площадке, is in the summer when I work on the beach. это летом, когда работаю на пляже. And I've got to do pictures against the light or whatever. И мне надо снимать против солнца, и, в общем, когда требует обстоятельства такого мощного дополнительного искусственного источника света. But I don't own a strobe, I've got to hire it. I only own those little flashes У that меня you вообще have. лично я не владею такой вот мощным таким вот прожектором или светительным прибором. Я пользуюсь обычными вспышками, которые крепятся на камеры. Каким образом технически вы делаете черно-белые отпечатки раньше и сейчас? И второе, как вы относитесь к цифровой фотографии? The second part Я first. начну со второго вопроса, о цифровой фотографии. I'm not interested in digital photography. Меня это совершенно не интересует. Цифровая фотография. It does not do what I need film to do. Probably in a few years there will be no more Kodak Tri-X. Меня она совершенно не удовлетворяет, потому что, так сказать, не дает тех возможностей работать с пленкой, которые нужны мне. Может быть, через несколько лет вообще на рынке исчезнет Kodak Tri-X. So I stick to film and Я продолжаю работать традиционным образом с пленкой. hope it lasts at least as long as I last. И надеюсь, что, во всяком случае, эти материалы будут в наличии, ими может быть пользоваться, пока я живу. Well, like I said, in the early days, when I was young, I printed myself, but not very well. Ну, как я говорил, черно-белые отпечатки. Когда я был молодым, я делал это сам, у меня это не очень хорошо получалось. Nowadays, I work with, like I said earlier, I work with excellent printers. Как я уже говорил, у меня работают прекрасные мастера печати. Сегодня I have my very big, large prints are made in Paris. мои самые вот эти крупные, такие масштабные отпечатки я делаю в Париже. By a printer whom I've known for many, many years. И делает это, так сказать, делается в мастерской, это делает мастер, который знаю уже много лет. The smaller prints up to 50 by 60 centimeters are made near where I live. Отпечатки меньше, 50 на 60 сантиметров, делаются неподалеку от того, от места, где я живу. And he too is a fabulous printer and has been printing for me for many years. И это тоже делает замечательный мастер, другой мастер замечательный, который мы с ним вместе работали уже много лет. And when I go to Los Angeles, I have a guy there. А когда я еду в Лос-Анджелес, там тоже у меня есть свой парень, который делает вот эту работу. But like I said earlier, it is very difficult to find good black and white printers. They're very rare. Но я повторюсь, что найти сегодня мастеров, которые умеют печатать в черно-белом, так сказать, варианте, делать это действительно на высшем уровне, классно, эти люди становятся все более редкими и редкими, труднее и труднее найти. My color prints, I go to 1 hour photo service. Цветные отпечатки отправляюсь в фотомастерскую, где делается все за час. Wherever I am in whatever city, где бы я ни был, в каком бы городе ни оказался, Paris, Los Angeles, where I live, Париж, Лос-Анджелес, all my color gets developed and printed by a 1 hour service. Все свои цветные пленки отдаю просто в обычную вот эту часовую, так сказать, мастерскую проявки печати. It's cheap and it's good. Дешево и качественно. Okay? У меня вопрос, может быть, не столь творческий, сколько более практический. Я бы хотел узнать, заканчивали ли вы какое-то специальное фотографическое учебное заведение, если да, то какое? И могли бы вы дать, скажем, рекомендации практически молодым фотографам о том, какие этапы становления фотографической карьеры они должны пройти? Спасибо. I think the ideal solution for a young photographer
which is ideal, but not easy to come by. Я думаю, что идеальная ситуация, вариант для молодых фотографов, которые идеально, далеко не легко исполнимы, is to become an assistant to a good photographer. Это начать с того, чтобы работать ассистентом уже, как сказать, настоящего хорошего фотографа. And if you can't find a good photographer, А если не можете найти такого хорошего уже классного мастера, become an assistant to a very good technical photographer. тогда нужно стать помощником, поработать помощником очень хорошего технического фотографа. And refine your technique, чтобы отточить свою технику. Because your point of view in photography, nobody can teach you. Потому что вашей точки зрения, вашему индивидуальному взгляду фотографии, этому вас научить никто никогда не сможет. Your style and your handwriting Ваш стиль, ваш почерк as a photographer must come from inside. В качестве фотографа должен идти уже от, так сказать, собственно, вашей индивидуальности. All I can say in my early time of my career, I was always very scared. Всегда меня, так сказать, мне было каждый раз страшно, я безумно волновался в таких ситуациях. Because, you know, when you're old like me and you take a picture that's not so good, Потому что, понимаете, когда уже доживешь до моих лет и делаешь, скажем, вдруг снимок, который оказывается не таким уж хорошим. People will say, well, he's an old guy, he's done a lot of nice pictures. Ну, скажут, он уже человек не молодой весьма, он все время сделал много хороших работ. So he screwed up, and he's forgiven. Ну, так сказать, обмешулился, что делать? Простим его. Because he has a history of a career of rather, which is important behind Потому что за плечами его, так сказать, достойная карьера, и от этого никуда не денешься. Это все будет всегда принимать расчет. But if you're young and you screw up, но если вы молоды, если вы все, так сказать, наваляете дров, people will not forgive you. Вас никто за это не простит. So my advice Поэтому мой совет has always been, всегда я его повторял. Be like a soldier. Будьте как солдат. Know how to shoot. Знаете, как стрелять, в данном случае фотографировать. Keep your rifle clean. Держите оружие, винтовку всегда чистой, смазанной. And when the battle starts, that means when you get your job, и когда, так сказать, наступит момент боя, то есть когда вам... You've got to be ready to give your best. Вы должны быть в полной готовности отработать самым лучшим образом.